Истории из жизни. Прежде чем я вам поведаю этот интересный рассказ, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите любой комментарий. Это очень сильно поможет продвижению этого видео. Приятного просмотра. Меня зовут Лиза. Я очень рано вышла замуж. Ты не подумай, это было по любви. Мне очень нравился мой молодой человек. Он остроумный, из приличной семьи. Очень долго и мило за мной ухаживал и, наконец, добился. Поначалу мне казалось все это глупой затеей. Выходить замуж в таком возрасте. Родители тоже не были в большом восторге. Но все же в конце концов дали свое согласие. Наш первая любовь по закону состоялся после свадьбы в тот же день. Была глубокая ночь, но возбуждение и трепет от того, что вот-вот мой любимый муж лишит невинности, прогоняли любой сон. Спустя месяц после женитьбы и того, как прошло наше свадебное путешествие в Сочи, и мы вернулись домой, было еще несколько попыток любви. Мой муж, конечно, получал удовольствие каждый раз, но все заканчивалось слишком быстро, а мое молодое тельце, полное гормонов, хотело, чтобы его удовлетворяли и использовали на максимум. Я сразу же пошла в интернет за поиском решения моей проблемы. Я не хотела расставаться с тем, кого очень сильно люблю, и уж тем более не хотела изменять, потому нужно было что-то иное. На одном из женских форумов многие девушки советовали танцы на шесте. Они говорили, что это очень хорошая сексуальная и эмоциональная разгрузка, и любая неудовлетворенность с ними уже не мешает личной жизни. Я решила послушаться совета и, взяв некоторые средства из нашего уже семейного бюджета, записалась к тренеру, а мужу сказала, что буду ходить на фитнес. Он немного не ожидал такого порыва, ведь я была худенькой, при этом не слишком и очень хороша собой даже для своего юного возраста, но все же он согласился. Спустя несколько месяцев занятий на шесте с очень милым тренером я стала очень искусна в этом деле. Моя гибкость и юность делали мой танец очень эротичным и техничным. Талия, грудь на шесте, все мои формы отыгрывали как никогда сильно. Но мне не стало от этого легче. Моя проблема не уходила, а лишь усилилась постоянным возбуждением от танца. Я не могла уже бросить шест, он мне очень понравился, потому я встала в ступор, что же мне делать? Муж так и не мог заниматься любовью дольше, чем в самый первый раз я сходила с ума. Но вот, по закону судьбы, в момент накала появляется тот самый выход со своей ценой. Ко мне неожиданно после очередного танца подошел тренер. Он был слегка взбудоражен, от него веяло жаром. Он мне предложил, казалось бы, возмутительную вещь для замужней девушки, а именно выступать с танцами на шесте в ночном клубе города. Он знал, что я не работаю и учусь, и что мой муж меня обеспечивает. Тренер говорил, что в этом нет ничего такого, на меня будут лишь смотреть и наслаждаться моими аппетитными формами, и за это еще и будут капать деньги. Я уже хотела дать ему сильную пощечину, но что-то меня остановило. Я поняла, что, возможно, хочу именно этого, чтобы на меня смотрели. Возможно, так я смогу снизить свои желания и быть счастливой с мужем. Я согласилась. Условий тренера было лишь два: надевать то, что он дает, и отдавать 30% прибыли за вечер. И вот я уже танцую глубоким вечером на шесте. Мое молодое тельце спускается по шесту, огибает его. Красовалась для свистящей публики, выкрикивающей мне разные похотливости и бросающие деньги прямо на сцену. Под клубную музыку и слова мужчин, которые кричали, как поимели бы меня, я была на грани эйфории, забыв про мужа и уж тем более про неудовлетворенность. Я полностью растворилась в смоке запаха сигарет и распутных девушек, ведь из-за юности я не могла себя контролировать. В этот вечер я заработала достаточно много. Даже с учетом тех 30% тренеру и еще 50% клубу. Домой мне пришлось вернуться совсем поздно, но в этот день муж был на дежурстве на работе, потому приходил еще позже. Меня шатало из стороны в сторону. Я чувствовала удовлетворение и сильное головокружение и тут же легла спать. Наутро мне было очень стыдно, я боялась даже вспоминать, а деньги в моем кошельке казались мне грязными и порочными. Но при этом я чувствовала себя гораздо лучше, чем обычно. Попытка утренней любви с мужем ничего не принесла, и я начала вспоминать, почему так поступила, и была готова на следующей неделе повторить.
И вот тот самый поздний вечер. Я на пилона, у своего шеста, исполняю танец в одной мини-юбочке. Я была очень красной и взволнованной, голова кружилась лишь сильнее, пока я кружилась на шесте, показывая себя со всех сторон. Но неожиданно музыка стихла, диджей произнес мое сценическое имя и сказал мне пройти в комнату 46. Я до сих пор отчетливо помню эту цифру и, пожалуй, никогда не смогу забыть. В этот момент я растерялась, тренер ничего о таких моментах не говорил, но так как я была о неловком положении, мне пришлось послушно пройти туда, куда мне указали. Через служебные проходы я добралась до той самой комнаты. Дрожь пробирала все мое чистое юное тельце, мне было страшно открыть дверь. Но мне и не пришлось, она открылась сама, вернее, ее открыл мужчина. Он был очень высоким и широкоплечим, на нем была черная полурастегнутая рубашка и такие же черные брюки с массивным ремнем. При моем низком росте я была перед ним словно беззащитный зверек, и словно зверек потупила взгляд в пол. Он поднял своей большой рукой мое личико на себя и сказал мне пройти в комнату. Я опешила и была не готова к такому столкновению, потому машинально послушно зашла в комнату, в которой была лишь большая кровать и тумбочка. А само помещение заливал неоновый свет. И тут я услышала щелчок запертой двери. Я только и успела обернуться, как этот большой мужчина взялся рукой за меня, а второй был сзади. Кое-как я смогла произнести чуть слышно, что у меня есть муж. Слезы слегка катились из моих глаз. Несмотря на головокружение и эйфорию после танца, я не хотела, чтобы меня трогал другой мужчина. На эти слова властный незнакомец лишь улыбнулся и сказал, что мне очень понравится его шест, и чтобы впредь я приходила в эту комнату и танцевала на нем. От таких слов я сильно обомлела и не могла ничего сказать, я потеряла дар речи. Мужчина подошел ко мне и поцеловал, и тут меня переклинило, и я отреагировала на это улыбкой. И вскоре там все и началось то, о чем вы могли уже догадаться, вся любовь, о которой я мечтала сколько времени. После один бросил огромную толстую пачку денег крупными купюрами и ушел, открыв дверь нараспашку. На моем лице была странная удовлетворенная улыбка. В тот вечер я кое-как дошла до дома. Мужа дома еще не было, но до конца его дежурства оставалось около 30 минут. Я снова очень быстро помылась в душе. Я старалась сделать все, чтобы муж не заметил доказательств моего греха. Я все еще очень сильно его любила и не хотела, чтобы наша семья распалась из-за моей ошибки. В эту ночь и на утро мой любимый ничего не заметил, а все тело гудели так, будто меня переехала машина, а в голове была любовь только того мужчины. В сумочке лежали пропахшие грехом деньги. Во время очередного утренней любви с мужем мне хотелось уже большего, поэтому я не собиралась останавливаться и нашла новые приключения разнообразить себе жизнь. Продолжение следует. Ваша поддержка – лучшая мотивация для меня продолжать делиться своими историями. Я очень благодарна каждому, кто оставляет лайки под моими видео на канале. Если вам понравилось то, что я рассказала, пожалуйста, не проходите мимо, поставьте лайк. Для вас это небольшая поблажка, но для меня это огромное подспорье и повод для радости. Буду рад вашей поддержке.